Всем привет из Милана. Я хочу в этом видео показать вам рождественский город, сама его увидеть, поскольку я только приехала, подвести итоги 2025 года, который был таким насыщенным, продуктивным, и много всего произошло. Мое последнее видео было, наверное, год назад. С тех пор у меня все еще есть челка, я этим очень горжусь, и каждый день думаю, как же вайбово. Вот, поэтому всем моим врагам, кто меня отговаривал, минус вайб, такой интеллектуальный антураж. И под стать мне, потому что я поступила в магистратуру в Италии. Это был тоже достаточно интересный и длительный этап в моей жизни. Я имею в виду процесс поступления. И я сегодня хочу поделиться своими эмоциями, ну и в целом, как у меня здесь проходит жизнь. И в честь 30 подписчиков у нас сегодня такое звукозаписывающее устройство. Начну издалека. На 3-м курсе университета в Москве я занималась кардио, и на фоне в спортзале смотрела YouTube, и мне попалось видео, как поступить в магистратуру за рубежом. Совершенно случайно. И девушка в этом ролике сказала, что для поступления в магистратуру в иностранный вуз нужно уже обладать каким-то опытом обучения в другой стране, указать это в своем резюме, мотивационном письме, для того, чтобы принимающая сторона понимала, что вы умеете взаимодействовать в иностранном социуме, говорить на неродном языке в академической среде. Короче, это важно. У меня на тот момент была поездка в Турцию, в Египет, ОАЭ, но я никогда не училась за рубежом, поэтому было принято решение срочно предпринять какие-то меры, и я уже рассказывала, как я поступила в Сербию. Короче, Сербия была для того, чтобы я могла указать в своем резюме опыт учебы за границей. Кстати, почему именно Сербия? На момент подачи были варианты: Вьетнам, Азербайджан, Иран. Поэтому я решила поехать в братскую славянскую православную страну. Все, я записала вступление, и у меня уже закончилась память, поэтому я буду теперь говорить быстрее. Короче, интересно, что за 6 месяцев моего обучения в Сербии я училась только в ноябре. Приехала в конце октября, мне кажется. А, ой, прикиньте, я вообще не училась. Ой, капец. Короче, 31 декабря случилась трагедия в Нови Саде, где погибли люди, в том числе студенты. И после этого государство обвинили в коррупции, поэтому все граждане, включая студентов, протестовали. И в течение всех моих оставшихся 5 месяцев в Сербии шли протесты, университет был забаррикадирован. Несмотря на это, я все равно сдавала все экзамены и ходила на пары по сербскому языку 4 раза в неделю, так по расписанию. И благодаря этому я справилась с экзаменом на уровень B2 по сербскому языку. То есть я приехала с нулем и вот так вот выучила язык очень интенсивно, но, конечно, вспоминать странно. Это как коронавирус. Вот что-то такое туманное, как-то прикольно, но тоже как это называется, скомканно, немножко смутно. Ну ладно, в общем, Сербии мы благодарны. Короче, мне позвонили, и у меня улетела одна заколка, а еще я решила записывать его с таким звукозаписывающим устройством, чтобы также показать свой новый крабик. У меня в этот раз не очень много покупок, потому что у меня проблемы со стипендией. Кстати, я вам не говорила, я учусь в Италии полностью бесплатно, и нам положено платить деньги, скажем, несколько тысяч евро. Спойлер, угадайте, получила или нет свою стипендию на данный момент. Сейчас конец декабря. Я все еще не получила. Сейчас я все расскажу. После Сербии я закончила свой университет, защитила диплом, сдала госэкзамены и получила красный аттестат. На тот момент у меня уже была коммуникация с одним университетом, где мне сообщили, что, принимая во внимание все мои документы, они готовы меня взять
но им нужно сначала увидеть мой диплом бакалавриата. И я сообщила, что оканчиваю университет только в начале июля, на что они ответили, что будут ждать. Получила свой диплом 2 июля, перевела его на английский через бюро переводов и где-то 4 июля отправила в университет. В тот же день мне пришел ответ: «Поздравляем, мы с радостью вас принимаем к себе». Вот, у меня здесь не просто кофточка вообще-то, у меня тут кофточка и топик. Я хочу, чтобы было видно. Мне пришло долгожданное письмо о принятии, и с того момента началась подготовка к переезду в Италию. Для этого необходимо получить визу и податься на стипендию. В каждом государственном вузе Италии есть программа а, выдачи стипендий на основе их экономического коэффициента. То есть нужно собрать документы о зарплате и недвижимости всех членов семьи, перевести их на итальянский язык через Произошла очередная тревога из-за отсутствия памяти. Я не знаю, насколько мне хватит, но постараюсь максимальное количество информации уложить в оставшиеся секунды. Получается, я собрала документы на всю свою большую семью, а это 7 человек, но документы собираются за предыдущий год, и на 2024 год двое членов моей семьи были несовершеннолетними, поэтому я собирала документы только на 5 человек: себя и родителей, и сестер. Справки о стипендии либо зарплате, а также, справка платная о наличии или отсутствии недвижимости. Это было необходимо переводить на итальянский язык через аккредитованного переводчика. То есть, тот, чьи контакты указаны на сайте консульства Италии в Москве. Мне, кстати, переводы обошлись где-то в 20 000 рублей. Подача на визу мне тоже обошлась в 10 000 рублей. Но это я говорю только о сборах. Мне кажется, у меня так быстро заканчивается память из-за того, что я снимаю в каком-то очень высоком разрешении. Я постоянно смотрю всякие видосы и что-то включаю в настройках. Вот я надеюсь, что это заметно, потому что уже 8 гигов, которые я освободила заблаговременно для съемки видео, заполнились моими вот этими минутными какими-то а, всплесками. К 31 августа нужно было загрузить легализованные, переведенные документы об экономическом состоянии всей семьи. Почему это оказалось сложным? Все-таки я свое поступление планировала в процессе. То есть мне прислали согласие от вуза, и я начала узнавать, что мне нужно делать для визы и стипендии. Поэтому я как-то не укладывалась и была в постоянном стрессе о том, что я опаздываю. На легализацию нужно записываться заранее. Слоты открываются, наверное, за месяц. И справки нужно было, соответственно, туда отнести по записи, заплатить еще за это деньги. А запись была открыта только на сентябрь, потому что все слоты на август уже разобрали. Соответственно, дедлайн в августе, запись на сентябрь. Что делать, короче, непонятно. И я платила своему переводчику 5000 рублей за то, чтобы он делал через своих знакомых в консульстве легализацию моих переведенных документов. Помимо этого, весь август я занималась еще получением визы. Сначала кажется, раз мне уже прислали согласие, то виза — это просто какая-то формальность, которая не займет много усилий и времени. Но оказалось, что консульство имеет право отказать абитуриенту, несмотря на то, что он уже зачислен в университет по каким-то причинам. Часто это возраст более 30 лет. Я сюда не подхожу. Всё равно я сидела, прям тряслась. Все говорили, что выдача визы в Москве занимает примерно неделю, 2, максимум 3, а я ждала, наверное, 5 недель, то есть больше месяца, пока мне пришлют долгожданное письмо. Должна отметить, что я не подавала настоящие билеты на самолет, перелет. Это обязательное требование на визу, но для студенческой можно показать бронь.
Соответственно, я сделала за 900 рублей бронь перелета из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Милан на конец августа. Настолько я была уверена в том, что мне очень быстренько все смогут осуществить. Весь август я провела, собирая все эти документы, оплачивая некоторые из них и занимаясь переводами. А после весь сентябрь я ждала каких-то решений, поскольку на кону были, во-первых, виза, без которой ничего невозможно осуществить. Если вам отказывают в выдаче визы, то вы просто пропускаете этот год, и университет ничего с этим сделать не может. А также, если вам отказывают в выдаче стипендии, то, вы остаетесь без денег. Это тоже как бы минус вайп. К счастью, в отличие от предыдущего года, когда сербское консульство, в которое никто совершенно не подается, никому не нужна виза в Сербию. У нас 30 дней безвизовый режим, и все просто делают визаран. А все равно мне выдавали визу точно так же, как, извините, в Италию. И я свой день рождения в прошлом году отмечала в России со своими близкими и была этому очень рада. А в этом году я все-таки прибыла в Италию прямо перед своим днем рождения за несколько дней. Поэтому я праздновала в Милане и в ближайшем очень красивом городе Падуя. Сейчас хочу обсудить экономическую сторону, то есть стипендию и плату за обучение, поскольку, мне кажется, это решающий аспект в некоторых случаях. Получается, если вы предоставите все необходимые экономические документы в срок и докажете, что ваш экономический коэффициент семьи или свой собственный составляет меньше 27 тысяч евро в год, это высчитывается каким-то там сложным способом, короче. Даже если у вас есть несколько объектов недвижимости, хорошая зарплата, есть вероятность, что по вот этим вот сложным расчетам вы окажетесь ниже этой суммы. И вам будет назначена какая-никакая стипендия. Например, в моем случае это 8 тысяч евро. Они выплачиваются траншами 40% в декабре, 10 весной, 50 летом, что-то такое. То есть не все сразу, конкретно в моем регионе. Но я до сих пор сижу без денег. Я в старой одежде. А почему? К сожалению, именно в этом году в регионе Эмилия-Романья, где я учусь, который, по слухам, считается самым богатым регионом Италии, уже после публикации всех рейтингов, где я стояла а, вместе со всеми в конце списка, но все же а, с подтверждением, что я имею полное право на стипендию, мои документы оказались верны, я отправила контракт на жилье вовремя, мне присуждена стипендия, а через несколько дней после этого выходит объявление о том, что у региона нет денег, нехватка средств для выплат стипендии всем студентам. Поэтому, как они сказали, 17% студентов каждого университета не получат выплату сразу, но как только появятся спонсоры, скорее всего, вместе со вторым траншем, то есть весной, все получат свои деньги. Есть вероятность, что спонсоры не появятся, и тогда студенты останутся без денег. К счастью, через неделю после этого мой университет заявил о том, что он проспонсирует всех своих студентов. То есть вопрос, а получим ли мы вообще стипендию, отпадает. Но другой вопрос, а когда мы получим стипендию? Я, например, планировала шиковать на новогодних праздниках и дарить подарки, в первую очередь себе, устроить шопинг, но, к сожалению, денежка до сих пор не упала. И также, к сожалению, я узнала, что все же за весь этот путь, где я пахала и читала, изучала, не покладая рук, безошибочно произвела все расчеты, я пропустила дедлайн завершения зачисления. Когда вы уже приехали в Италию, в течение 7 дней подались на ВНЖ, получили об этом выписку и также получили налоговый документ,
Codice Fiscale. Вы имеете право завершить зачисление в университет, и на сайте было написано, что есть время до 12 декабря. Поэтому я не спешила. У меня на тот момент еще не было иностранной карты, поэтому мне нужна была помощь. Я отправила все свои документы, и оставалось лишь оплатить налог, которым облагаются в том числе стипендиаты, и составляет он 156 евро в год. Ну, нормально. Если ты получаешь 8000 евро от университета, несложно заплатить 156 евро. Вот и, короче, мы отправили оплату 15 ноября. Суббота. Итальянские банки обрабатывают платежи только по будним дням, и он идет около 2 дней. Что-то такое. Короче, зачислились деньги 17 декабря вечером в понедельник, когда секретариат уже не работал. Я им отправила электронное письмо, как только получила уведомление о зачислении средств, но они завершили моё зачисление только 18 или 19 ноября. Мне было все равно, поскольку у меня вроде как в запасе месяц. А сейчас я уже увидела новый пост о том, что деньги поступят в декабре, в соответствии с доступными финансами тем студентам, которые завершили зачисление до 16 ноября. Оказалось, что на сайте университета был такой раздел на итальянском языке, где указывалась такая информация. Ну, короче, я этот дедлайн пропустила, я не знаю, когда мне придут деньги. Там указано, что студенты, которые завершили своё зачисление после дедлайна, получат деньги вместе со вторым или с третьим траншем после 28 февраля. Ну, короче, я расстроилась, потому что это значит минус Courchevel, минус, ну, я шучу, конечно, но просто как бы минус деньги. Порядка, я не знаю, 4 или 3500 евро, которыми я бы хотела пользоваться сейчас. Всё, я уже хочу пойти гулять, поэтому прочую информацию про уже прибытие в Италию, как меня чуть не ограбили, свои предметы, экзамены и поиск жилья я наложу озвучкой. Такая у меня получилась прогулка. Выглядит, как будто я ходила кругами по центру. В принципе, так и было. Ничего нового я решила всё же не рассказывать. Наверное, моменты, произошедшие по прибытии в Италию, лучше я освещу в каком-нибудь другом ролике ещё через год. Но сейчас важная информация для тех, кто в этом году оканчивает какую-то ступень образования и хочет продолжать обучение за рубежом. Я, конечно, сниму ролик о том, как это происходило у меня и что требуется. Но поскольку сейчас январь, вы меня не ждите, а начинайте этот процесс. Многие дедлайны пройдут уже в январе. Так что проверяйте, какие программы подходят под ваши интересы и предыдущее образование. Обязательно сдавайте IELTS или TOEFL в ближайшей какой-нибудь стране, Казахстане или Армении, Турции. Это базовые ваши шаги. Тем временем мы с вами переместились в Грецию. Сегодня 31 декабря, даже есть ёлка, и мы в гостях у моего парня на Крите. Я достаточно досконально осветила тему моего поступления, все бюрократические, экономические вопросы и поняла, что вообще-то мой год состоял не только из этого, и стоит об этом тоже кратко рассказать. В первую очередь, я действительно горжусь тем, что много путешествовала. Мой год начался в Сербии, затем мы поехали на Рождество в Боснию, а после в отпуск с моей сестрой в Черногорию. Когда я покидала Сербию, мы задержались в Стамбуле на целую неделю, и теперь я в Италии и Греции. Насыщенный в этом плане получился год, и также в этом году я боролась с проблемами кожи, и теперь всё знаю о ретиноле, его аптечных аналогах, допустила много ошибок, получила ожоги, не слишком серьезные, но пострадала знатно. И сейчас я очень горжусь тем, что встречаю Новый год с победой.
у меня восстановилась кожа, и больше я не занимаюсь лечением, только уходом и поддержкой. В течение всего этого периода я вела видеодневник состояния кожи, поэтому я думаю записать отдельный ролик о том, как это произошло и что мне помогло, что не стоит делать в такой ситуации. Надеюсь, это будет интересно. Ну и в целом я очень счастлива завершить этот год, и надеюсь, следующий будет еще лучше, продуктивнее. Всем желаю хорошо провести сам праздник и наступающий год. Живите по совести, будьте здоровы. Спасибо за просмотр и подписки. Пишите комментарии, поделитесь, чем вы гордитесь в этом году. Вот, всем пока, спасибо.